Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Я уже показывала, как очень легко и быстро можно заготовить просто огромное количество деталей для лоскутного шитья, квадратов, состоящих из двух треугольников. Для этого достаточно перебрать имеющиеся лоскутки и вырезать из них квадраты того размера, который получится. 21 на 21 сантиметр, 15 на 15, 10,5 на 10,5 сантиметров. Все ткани хлопчатобумажные. Все квадраты складываем попарно в произвольном порядке. На квадратах 10 на 10 сантиметров мы нарисовали одну диагональ и по обе стороны от нее прокладываем строчку на ширину лапки. Квадраты 15 на 15 сантиметров складываем попарно и прошиваем по периметру. Квадраты 21 на 21 сантиметр мы на них рисовали две диагонали. По обе стороны от них прокладываем строчки. После этого остается только проутюжить заготовки и разрезать их. Маленькие квадраты 10 на 10 сантиметров режем по диагонали. Получаются две заготовки. На квадратах 15 на 15 сантиметров мы их прошивали по периметру. Рисуем две диагонали и делаем разрез по ним. 4 заготовки. Квадраты 21 на 21 сантиметр рисуем вспомогательные линии. Каждую сторону делим пополам. Разрезы будем делать по диагонали и между швами. А потом каждую деталь разрежем еще на две части. Получается сразу 8 заготовок. Дальше остается хорошо поработать утюгом. Швы заглаживаем на сторону темной ткани, чтобы их не было видно на лицевой стороне. Блоки надо все подровнять, срезать торчащие уголочки. Работу над этим большим лоскутным блоком я начала давно, но 4 месяца он у меня лежал в НЛО, незаконченных лоскутных объектах. Просто я не знала, как придумать его завершение. В интернете нашла красивую картинку с симпатичной раскладкой, вывела ее на экран, а дальше уже идет процесс творчества. Анализируем картинку и делаем раскладку. Всю работу подробно рассказываю в мастер-классах. Все ссылки на предыдущие видео укажу в описании. А сейчас продолжим работу с нашей заготовкой. Ее размер 115 на 115 сантиметров. Этого мало, надо увеличивать. Для начала сделаем рамку, которая соберет всю нашу пестроту, придаст ей законченность. Из темной ткани выкроем полоски с шириной 5 сантиметров. Из розовой ткани полоски сделаем шириной 7 сантиметров. Обошьем нашу заготовку по периметру. Сначала темными полосками. Сначала одну сторону, потом противоположную, а потом две другие длинные стороны. По такой же схеме пришьем розовые полоски. А теперь будем готовить сэндвич. Ткань для обратной стороны выкроем с запасом на 10 сантиметров больше лицевой детали. Разложим на ровной поверхности, лицевой стороной вниз. Сверху уложим слой синтепона. А теперь очень аккуратно расстелим нашу красивую лоскутную деталь. Все слои надо тщательно сколоть булавочками для квилтинга или английскими булавками. Дело в том, что в дальнейшем полотно будем скручивать, поднимать, переносить, и чтоб мы сами не укололись. Закололи часть полотна, свернули трубочкой. Так идем потихоньку, не торопясь, чтобы слои ткани не смещались. Простегивать полотно будем на обычной бытовой швейной машинке.
Обязательно возьмем приставной столик. Нам надо, чтобы полотно лежало на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку сделаем самую простую, в шов. Полотно большое, тяжелое. С ним физически тяжело справляться. Думаю, что тот, кто шил большие одеяла, меня поймет. А в этом мастер-классе я очень сильно облегчаю работу тем, что отдельно шью и простегиваю центральную часть. Согласитесь, что гораздо легче простегать маленькое одеяло размером 130 на 130 сантиметров, чем тягать огромное одеяло 2 на 2 метра. По мере работы убираем булавки. Уже готовый край сворачиваем трубочкой, чтобы он не мешал, и одеяло проходило в рукав швейной машинки. Еще один момент. Каждый новый ряд начинаем с одной и той же стороны. Дошли до конца ряда, нитки отрезали и переходим к верхней части. Дело это не быстрое. После того, как прошили полотно в одном направлении, прошиваем перпендикулярные ряды. Наверняка все, кто прошивал, простегивал лоскутное полотно в шов по квадратам, сталкивался с тем, что образуются наплывы ткани. Как этого избежать? Конечно, очень тщательно скалываем булавочками. Можно еще дополнительно прошить, простегать ручными стежками. Но самое главное, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Для этого как раз и нужен приставной столик, чтобы одеяло не деформировалось под собственным весом. Я в своих видео очень подробно показываю все процессы. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Кто хочет, тот учится, наблюдает и делает выводы. И вот такое полотно у нас получилось. Аккуратно простеганное по квадратам. Размер 135 на 135 сантиметров. Работу с ним еще продолжу. Тем более, что у меня появились новые ткани. А вы ждите продолжения. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!